Здравствуйте, друзья! Ну что, как у вас настроение? Я надеюсь, все отлично. Ну что, друзья, у нас сегодня намечается, я думаю, интересный вебинар. Мы прорабатываем сейчас очень такие интересные нюансы и юридические, и со стороны регулятора, что касается нашей платформы, да и вообще, на самом деле, многих-многих аспектов. Мы видим, куда развивается действительно э, вся экономическая модель, что связано с криптовалютами. Мы видим, как регуляторы к чему готовятся, да, какие вопросы нам задают, какие они документы от нас просят. В будущем будет очень-очень не сладко другим. А у нас будет все очень-очень круто, потому что мы уже к этому готовились много лет, и все у нас есть. Вот просто сейчас приди, постучись к нам в дверь, у нас тут же готовы все документы, бумаги. И на самом деле это очень классно, потому что, скорость — это то, что в нашем мире очень сильно ценится, да. Сейчас быстрые побеждают, как Евгений Мямликов, да. Всегда они, ну, скажем так, быстрый побеждает медленного. И пришло с интернетом, пришло с новыми технологиями. И, знаете, нам очень крупно повезло, потому что, несмотря на все продукты даже вокруг, много интересного вокруг происходит, да, не одни же мы. Но несмотря даже на это, на то, что происходит вокруг, я вижу то, что мы вот э, выкристаллизовываемся, что ли, да, вот в такой прям блестящий бриллиант среди практически всех продуктов в нашей нише. Я много раз говорил, что основная проблема криптовалют, основная проблема всего рынка — это то, что они не дают достаточно пользы. Да, если вот я спрошу вас, ну какую роль в вашей жизни играет криптовалют? Ну, если честно. Да, ну понятно, сейчас я Platincoin не беру. Ну, Platincoin не просто криптовалюта, да, она совсем имеет другое немножко направление. Вот какое, вот что изменится в вашей жизни, если криптовалюта будет или ее не будет? Ну, ничего же. Ну, по сути, ничего не изменится. И так ответят все практически люди, ну, кроме трейдеров, которые действительно на этом зарабатывают, да, или владельцев бирж, или еще чего-то. Если спросить бизнес, криптовалюта, если не будет, что-нибудь поменяется для вас? Он скажет, да нет, в принципе, ничего не поменяется. У нас и сейчас ее нету. А если криптовалюта будет? Ну, тоже ничего не поменяется, потому что, ну, а что с ней делать? Какую пользу она мне несет? Понимаете, какую пользу, какую выгоду несет предприятию криптовалюта, бизнесу? Если у бизнеса, в принципе, также все его клиенты имеют низкую покупательскую способность. Бизнесу нужны богатые клиенты, чтобы человек пришел и не смотрел на цены, чтобы он зашел в магазин, купил себе все, что хотел, и не смотрел на цены. Вот такие клиенты нужны бизнесу. Инвесторам нужен серьезный бизнес, который процветает, который развивается, у которого все хорошо, в который инвестировать можно, а не то, что мы сейчас инвестируем в бизнес, а он там еле чахнет, и в принципе это умирающая вещь, и, ну и что это за инвестиция такая? Да, да и вообще инвестировать нужно только в надежные источники. Да, зачем вам ненадежные? Да, есть, конечно, варианты быстренько взять себе какой-нибудь ненадежный источник, который обещает 900% в час, и сказать, это очень... Сейчас я закрою. Это очень выгодно, большие проценты, и мы сейчас быстро много денег заработаем. Покажите мне одного, кто так быстро много денег заработал. Да? Так быстро много денег теряются, но не зарабатываются, потому что эти системы не для этого не делаются. Кто-то обещает там 1000% в час. А я тоже там видел пару чатов такие, вообще, на что ребята рассчитывают? Да? Ну, такое тоже бывает. Заскочил, выскочил.
Но на этом не построить серьезный бизнес, на этом не построить крипто Apple, да, или не построить такую компанию, как Facebook. Невозможно на этом построить такие такого гиганта. А я хочу гиганта. Я хочу, чтобы платина была номер один. Я хочу, чтобы Platincoin мы называли с гордостью, чтобы никто не мог сказать нам, что мы там какие-то не такие, или как-то мы не так думаем, или что-то мы там не делаем, или еще третье, десятое. В эти компании у нас всегда будет что-то не работать. Ну, это нормально. Да, вот у меня iPhone зависает по 5 раз в день. Ну что теперь, выбросить его? Ну нет же, нет. iPhone остается айфоном. Ну, просто iPhone, который виснет 5 раз в день. И почему это происходит? Потому что iPhone посылает мне сигналы. Алекс, пора покупать новую версию. С этой версией ты больше работать не можешь. И я айфону хочу написать письмо, что, ребята, я уже пятую или седьмую версию вас покупаю. Хватит сигналы мне слать. Меня это все устраивает, но нет. Айфону это не нравится. Нужно покупать новый телефон. И действительно, покупаешь новый прибор, и он как-то лучше. То камера лучше, то картинка лучше. И в принципе, ты говоришь, ну, нормально. И работает быстро, не виснет больше. Конечно, это такие тактики интересные, но а, что важно в нашем продукте, я хочу вам кое-что показать. Сегодня мы поговорим с вами я уже с вами начинал об этом говорить, но хочу просто показать вам одну вещь. Дело в том, что... Так, Игорь, может, ты мне тут немножко поможешь? А, Так, сейчас, секундочку. Так, вот. Да, мы не говорим о других компаниях, мы просто говорим о том, что какой сейчас рынок, к чему мы идем, к чему мы движемся и что вокруг нас происходит. Нужно об этом тоже понимать и взвешивать. Вот. Например, сейчас, секундочку, например, вот такая вот информация. Смотрите, друзья, вот возьмем биткоин. Наш, так, Игорь, у тебя Я есть... тут. Да, количество нод у биткоина с 2018 года с 200 тысяч, плюс-минус 200 тысяч нод упало сейчас ниже 42, да? Сколько они сейчас? Они упали 47. Ну, это плюс-минус уже достаточно какой-то, это 6 мая они, 6 мая обновили эту статью, надо свежий источник найти, они упали до 42 тысяч нот. Это значит, что угроза биткоину очевидна, да, и об этом уже говорят эксперты, типа после халвинга, да, после уполовинения, биткоин начал двигаться к централизации. Начинается двигаться к централизации и теряет свое количество нод. Плюс еще вот здесь я просто коротенькую информацию такую даю, да. Мы видим очень интересную вещь, что помимо того, что ноды умирают, уходят, когда майнеры перестают держать компьютеры в своих погребах, да, в своих гаражах, то майнеры разбиваются в так называемые пулы. Да? И вы можете посмотреть, это не этот список, Игорь, ты мне не тот дал, потому что здесь были два таких серьезных пула, которые я хотел посмотреть. Угу. Хорошо, покажу вам в следующий раз другой этот самый список, сейчас немножко не тот дали. Там говорится о том, что пулы получают такую власть, что они получают действительно такой масштаб, что в принципе они могут начать, вот если вы даже все эти пулы, да, сейчас возьмете, сложите, вы видите, да, большие, вот unknown 36%, там на самом деле в них скрывается еще два пула, которые мне интересны, которые я хотел показать, которые, если возьмутся и соединятся, то 4 самых больших пулов достаточно, чтобы полностью перенять всю хэш-силу, да, весь хэш-пауэр
у биткоина и, в принципе, исключить транзакции, которые им не угодны. Да, они могут назначить все свои кошельки и только их обслуживать, а все остальные будут ждать там полгода, пока их транзакции обслуживают. Понимаете, это, ну, скажем так, вражеская приватизация биткоина возможна. Пока они этого не сделали. Я же не говорю, что они это сделают, но такая техническая возможность есть. И этому противостоят количество нод, да, чтобы не было такой централизации и нельзя было захватить биткоин. Но вы видите, оно падает и дальше продолжается. И вот эти все мысли, они в голове у меня крутятся, 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 как сделать так, чтобы, да, что нужно сделать нам в Platin Coin, чтобы избежать всех этих ошибок, чтобы не наступить на те же грабли, чтобы мы смогли жить и 10, и 20, и 50, и 100 лет, чтобы Platin Coin действительно имел возможность стать монетой номер один. Просто так же не получится стать монетой номер один. Можно бить себя в грудь до посинения, не получится. Нужно действительно сделать определенные вещи со стороны технологии, со стороны комьюнити, со стороны внедрения в рынки, в создание рынков, да, и создание целой экономики. Раньше мы называли инфраструктура, она сейчас уже переросла именно в экономику, потому что пришла совершенно другая технология. Наконец-то мы можем реализовать нашу идею с площадкой. Я о ней вам сегодня тоже много что расскажу. Так, что же я вам расскажу сегодня о площадке нашей? Смотрите, друзья, у нас есть наша промоушен. И многие спрашивают меня: Алекс, зачем вообще ты делаешь промоушен именно в таком, ну, в таком порядке? Да, почему именно ты отдаешь то, что в принципе можно продать за бесплатно? И я хочу просто сейчас коротко вам расшифровать, почему делаю я это вот в таком виде, а не в каком-то другом. Смотрите, друзья, у нас есть, возьмем, например, 3 эти пакета. И на самом деле 3 эти пакета – это моя стратегия. Все, ну, вот эти вот 3 пакета, плюс все, что я в нее положил, и до этого тоже в промоушен вложил, например, бокс. Это была моя стратегия, как противостоять вот этим вот факторам, которые вы сейчас видели, чтобы у нас не умирали ноды. Чтобы невозможно, чтобы пользователи сделали какие-то пулы и начали концентрированно перенимать власть в платине. Чтобы все люди, которые зашли, а у нас в платине сейчас возможно принять до 30 миллионов пользователей, если мы сможем их всех привести, и они смогут действительно начать пользоваться нашей монетой, чтобы у нас не возникла проблема, что нас потом, знаете, вражеская такая захват произошел. Или мы вдруг ослабели, потому что люди перестали добывать, перестали оплачивать свои сервера, и ноды начали отваливаться. Что сделали мы? Мы взяли и разбили нашу задачу на несколько этапов. Первое, конечно, наш бокс. Бокс послужил первым таким очень классным троянским конем, который мы запустили в рынок. Опять же, это не негативно, это очень положительно, потому что для человека, у которого есть бокс, во-первых, он получил его бесплатно, раз. Во-вторых, бокс приносит 10% на неограниченное количество времени, на неограниченное количество коинов, да, и плюс там возможен сложный процент, что невозможно ни в одном нашем продукте. Дальше. И бокс является нодой. У нас боксов, ну, скажем, за 10 тысяч давно уже перевалило. И вот представьте, 10 тысяч боксов. Теперь что мы сделали? Мы сделали, что каждому владельцу бокса по определенной акции мы отдали 3 места. Да, бесплатно сказали. У кого и был бокс, тому еще на каждый бокс. На каждый бокс получит по 3 места. Теперь всплыл такой вопрос, а что такое места? Что такое места? Места, друзья, это ваша, ну, можно сказать, частичка, да, это частичка блокчейна, которая принадлежит только вам. Только владельцу места принадлежит вот эта вот маленькая ячейка в блокчейне. И вы спросите, а зачем она нужна? Зачем нужна мне эта ячейка в блокчейне? Дело в том, что через эту ячейку проходят
транзакций и комиссии. Только транзакции дальше пролетают, а комиссии там остаются, задерживаются. Ну, так можно сказать, так образно. Это значит, что ваше маленькое место будет приносить вам от всех транзакций во всем мире без разницы. Кто-то пополнил биржу, кто-то пополнил карту, кто-то с кошелька на кошелек, кто-то перевел с дэшборда на кошелек и потом еще с кошелька на ферму. Уже 2 транзакции, да, и за все это есть маленькая комиссия 0,5%, которая вот накладывается на весь оборот монет, который не прекращается. Он всегда зациклен, он двигается бесконечно по кругу, так же, как деньги, да, они же нигде не заканчиваются, они двигаются, даже если они кладутся потом куда-то в банк, они все равно дальше двигаются банком, да, просто число держится. И точно такая же идея была у места. Потому что я понимал, что боксы – это, ну скажем так, это не стопроцентное решение, потому что все-таки это физическая вещь, которая может просто даже по истечении 20 лет сгореть. Ну вот просто он раз и перегорел. Слушайте, даже макинтоши перегорают. Ну что, нету вечных приборов. Поэтому мы дали там еще 20-летнюю гарантию на 10-тысячный пакет, чтобы уж точно 20 лет отрыбачила машина как от зари до зари. Что получается у нас? Первая задача, которую мы поставили перед собой, я хочу, чтобы наши пользователи зарабатывали деньги. И это не просто какое-то такое, да, хвалебное слово, а дело в том, что, я же понимаю, что если я хочу обеспеченное сообщество, если я хочу систему, в которой есть деньги, в которой есть капитал, в котором есть успех, да, в котором есть действительно товары, экономика. Экономика же должна быть богатой, а не нищей. Если я хочу богатую экономику внутри своей системы, люди должны быть богатыми, да? Люди должны иметь деньги, у них должна быть покупательская способность. Поэтому моя задача перед тем, как мы вот сейчас, понимаете, мы сейчас формируем с вами элиту общества. Вот вы все, это элита общества Platin Coin. Общество еще к нам не пришло. Вы сейчас, в принципе, собрали элиту, одну, которая, я не знаю, в каком обществе вы были хотя бы раз элитой. Вот у нас вы абсолютная привилегированная элита, которая вообще существует в криптоиндустрии. Наверное, в биткоине только киты могут о себе об этом похвастаться. Или те, кто бы действительно первые были. Мы выстраиваем сейчас нашу элиту, которую мы загружаем преимуществами. Какое преимущество? Во-первых, мы сделали нашего бота, да, наш митинг-юнит, который без разницы, что вы купили. За 100 евро, за 500, за 1000, давайте тут здесь 1000-ный пакет. Он отрабатывает вам за определенное время ваши деньги обратно. Это не булочка, которую вы съедите, это не йогурт, который вы выпьете, скорее всего, он вам только навредит. А это действительно машина, которая сделает так, чтобы вы из 1000 сделали 1500. Да, не станете вы из-за 1000-го пакета, из-за 1000-го бота миллионером. Во всяком случае, в первом это самое. Но по факту давайте разберемся, что в сегодняшнее время можно сделать за 1000 евро. Слушайте, да, ко мне дети подходят и говорят: папа, мне кроссовки за 500 евро, мне хочу там изисы какие-то там новые. Я смотрю на цены, там просто глаз выпадает. Это молодежь. Простая молодежь, у которых сейчас такая. Я думаю, что к вам дети с такими же желаниями подходят. И когда вы видите эти цены, вы понимаете, что на 1000 евро сегодня ничего, в принципе, сделать нельзя. Бизнес открыть? Какой? Не знаю, напишите в чат, какой можно бизнес открыть за 1000 евро. Напишите, сколько можно денег заработать, имея 1000. Это реально. Куда можно 1000 пристроить, чтобы на ней реально зарабатывать? Потому что большие бизнесы, им нужны другие деньги, они готовы платить, но им нужны другие деньги. Средний бизнес, хорошо, вот и средний малый бизнес, они в принципе самоокупаемые, или они банкротятся, и тогда им и деньги ваши не помогут. Ну а если вы часто получаете предложение: вложись в мой магазин, 1000 евро или 5000, 10 будешь там прибыль получать. Таких предложений очень мало, потому что как в сумме средний бизнес окупается, да, плюс-минус ноль он всегда выходит. Не нужны ему эти вложения, что он с ними будет делать? Сильно там не расширишься, да,
потому что, ну, он не просто так средний и не растет, потому что он дошел до какой-то точки, и в него нужны серьезные вливания, чтобы перепрыгнуть эту точку. Дальше. Но с одной стороны, этот продукт отрабатывает 280 монет, которые в принципе сейчас по 5, могут быть по 10, по 50, по 250 или по 1000. Перспектива роста присутствует, и она присутствует абсолютно обоснованно и серьезно. Дальше. Теперь мы думаем дальше. Так, хорошо. Человек должен зарабатывать пассивный доход. То, к чему в принципе все стремятся, могут реализовать только действительно люди с деньгами, которые вкладываются в принципе в недвижимость, ну или в какие-то более такие таинственные инструменты, о которых нормальный человек не знает. И опять же, не вся недвижимость работает, вы это тоже знаете, да, это также управление рисками, как и любой другой бизнес. Мы сделали что? Мы создали ферму. Ферма – это продукт, который создает сама на себя спрос. Представляете? Продукт, который который сам на себя создает спрос. Вот представьте, ну, это в принципе, мне кажется, только наркотики создают сами на себя спрос в этом мире. Да, когда ты попробовал, и потом ты не можешь, или еще что-то, или там алкоголь, или табак, или еще что-то, да, когда у тебя, в принципе, ну, вызывается зависимость, и тебе надо еще, еще, еще. Так вот, конечно, это негативный пример. Я просто говорю о том, что, понимаете, когда вы начнете пользоваться нашей фермой, вы прежде чем чистить зубы или выпить кофе, вы будете нажимать золотую кнопку. Вы будете нажимать золотую кнопку, вы будете вечером, перед тем, как уснуть, смотреть на часы и говорить: так, ладно, завтра нажму на кнопку. Потому что, когда вы нажмете на кнопку, у вас придут золотые числа. Что такое золотые числа? Давайте мы посмотрим на этот самый. Так, секундочку. Мы посмотрим. Так. Что такое золотые числа? Вот, так, это не сюда я пришел, вот сюда. Вот они, золотые числа. Посмотрите, вот мы обновим страничку, чтобы мы видели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 из 10 золотые числа. Вот люди, которые жмут эту золотую кнопку, представляете? Вот вы сейчас сидите перед экранами, вы слушаете, а люди нажимают на свои кнопки. Посмотрите, хоп, еще один. 5 секунд назад 78 монет. 187 монет. Ну, понятно, что там по-другому сейчас это считается. Вот тут отминтились 6000. Это сколько монет отминтилось у человека? Вот 6865 монет отминтилось. Ну, давайте зайдем. Так, вот у него 2,5 коина упало. Вот человек просто сейчас на пустом месте, там 10, сколько, там 12, 13, 15 баксов, ну почти $15 заработал. Просто потому что нажал кнопочку. Это все в реальном времени. Вот видите, вот еще один. Вот пока я переключал, уже пролетело еще двое. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 из 10 транзакций люди зарабатывают на нашей технологии. И это не технология, которая нарисована где-то была на бумажке. Ну, она была нарисована на бумажке, сейчас она работает. Она стоит у людей на телефонах, они ей пользуются. Я не буду сейчас спрашивать в чат, кто минтит и кто счастлив, потому что каждый раз, когда я начинаю задавать, там просто идет такая огромная волна информации о том, что да, это самое крутое, что я когда-то видел и так далее. Я просто говорю о том, что ту стратегию, которую я избрал, сейчас, секундочку, я переключусь. Ту стратегию, которую я избрал, я хорошо над этим подумал. Я заложил в этот продукт возможность человеку, имея, вот участвуя сейчас в акции, даже если у него просто 1000, вот я вам задал вопрос, да, мне интересно, сейчас я посмотрю в чате, ответил кто-нибудь мне, не ответил на вопрос, я подсел на ферму. Так, так, секундочку, вот. Я говорю о том, что у нас есть определенные задачи, и мы должны эти задачи продумать как шахматисты на 10, на 20, на все шаги вперед. Мы должны понимать, что
с нами произойдет, если изменится там законодательство? Понимаете, что если сейчас изменится законодательство в странах, то практически все коины умрут, кроме нас. Почему? Потому что мы сделали так, что даже если в стране будет полный запрет, нас это не будет касаться. Я вам скажу, ну, тут нет никакой тайны, почему мы это делаем. Потому что запрет выходит, в частности, на компании, да, на выпуск монет, на что-то. Мы полностью передали всю технологию в руки людей. И блокчейн сейчас передаем в руки людей. Через что? Через места. Через места. Вы представляете, сколько мест сейчас будет, ну, я сейчас, кстати, расскажу, как они работают, да, сколько мест будет сейчас в мире, в Индии, в России, в Германии, в Казахстане, в Украине, в Белоруссии, в Италии, я не знаю, в Африке, у каждого, потому что тысячный пакет, что такое тысячный пакет? А это место, это место. И у кого-то, кто-то вот акция идет там уже пару недель, кто-то каждую неделю себе по месту покупает, и каждый месяц покупает. Знаете, кто-то берет себе сразу 13, потому что он понимает, как это действует. А у мест есть еще такая классная штука. А дело в том, что, смотрите, я вам хочу про места, я, конечно, не хотел рассказать, ну ладно, смотрите. У, Игорь, ты нас слышишь? Давай я буду тебе вопросы задавать, а ты будешь мне отвечать грамотно. Игорь, слышишь? Не слышит. Ладно. Значит, что происходит с добычей, да, с майнерами? Сколько, смотрите, было 200 нод, да, было 200 нод. И это, соответственно, 200 тысяч. И, соответственно, это было количество майнеров тоже большое. Да? Вот представьте, что количество майнеров, оно сейчас уменьшается. Уменьшается, 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 уменьшается. Что происходит? Игорь, ты с нами? Да. Нормально, нормально. Игорь, скажи вот мне, если количество майнеров будет уменьшаться, оставшиеся майнеры будут зарабатывать больше, меньше или так же у биткоина? Нормальный вопрос я тебе задаю, да? Хороший вопрос. На самом деле, добыча биткоинов, это строго регламентировано самими правилами самого блокчейна биткоина, и она сейчас составляет 6 с небольшим биткоина, то есть 6,25. И получается, эта награда за каждый блок распределяется между теми, кто нашел хэш. Поэтому сейчас люди объединяются в пулы, а я сбросил сейчас информацию, Алекс, по текущему графику, то есть там можешь показать самые такие жирные пулы, которые реально захватывают больше 50% всей добычи биткоина во всем мире. Да. Но смотри, о чем говорит Игорь, что у нас есть майнеры, и они бьются за это, да, у них же жесткая конкуренция, они бьются за то, чтобы закрыть этот блок, чтобы эти 6,5 биткоинов забрать именно в свою сторону. И поэтому они объединяются в пулы, отдавая свою мощность именно этим пулам. Теперь смотрите, чтобы выигрывать в этой гонке. Но проблема вся в том, ноды-то умирают. Вроде все бьются, вроде все хотят, а ноды все гибнут и гибнут, гибнут и гибнут. А это гарантия безопасности и децентрализации для блокчейна, для биткоина. Майнеры ничего без нод, да, без нод невозможно криптовалюта. Теперь смотрите, как работает это. Вот как у биткоина. Значит, что там 200 тысяч майнеров, что там 40 тысяч майнеров, роли не играет. Потому что они друг за другом, выигрывая блоки, закрывают эти блоки. Что происходит у нас? Значит, кто остается ни с чем у биткоина, они, сколько можно биться, сколько можно тратиться на этот майнинг, на это железо. Они бросают, говорят, все, и мы выходим из игры. Сколько можно, да? Потому что это конкуренция. Это конкуренция. А у нас очень классная вещь. Но, понимаете, к нам никто зайти не может, конкурент. Понимаете, никто не может нам составить конкуренцию, потому что наша технология не только вас защищает, но и нас защищает, да, как защищает сама себя. Поэтому, но об этом чуть-чуть попозже. Подождите, дайте закончу мысль сначала с этой.
И вот, если майнеров становится меньше, но становится меньше, то заработок у них все равно становится одинаковым. Никто больше не зарабатывает. Как работает Platin Coin? Как работают места? Вот сейчас, мне кажется, многим понравится. Смотрите, друзья, дело в том, почему Platin Coin и блокчейн Platin Coin невозможно будет убить. Или все бросят и не будут обеспечивать ноды. Дело в том, что когда нод становится меньше, да, когда мест становится меньше, просто места, они же не всегда активны. Место считается местом, когда нода активна, когда прошла одна транзакция, записывайте, одна транзакция в месяц, и нода работает. Вот два критерия. Тогда ваше место дает пинг и приносит вам те дополнительные коины, которые вам от этого места положено. Игорь, поправляй меня, если что-то не так, но мне кажется, Да, говорю. пока все так. Если нужна будет помощь, я могу подключиться, если будет Что это значит? Что это значит? Представьте, что половина комьюнити сказала, да ладно, не будем мы добывать. И отключили свои ноды, и мы действительно начали уменьшаться, то чем больше мы уменьшаемся, тем больше начинают зарабатывать места. Они как бы, в принципе, одинаково могут, если все включено, да, тогда они, в принципе, все одинаково зарабатывают. Но если сеть начинает страдать, гибнуть или еще что-то, места начинают платить прям нормально так, вот прям нормально. И те, кто уходит, начинают думать о возврате, потому что как, я только пошел, а тут только деньги пошли. И они места же у него никто забирать. Ну, ему нужно одну транзакцию и включить ноду. Он тут же подключает ноду и опять попадает в эту волну, и опять начинается заработок. Плюс не забывайте, что у каждого владельца ноды или там владельца фермы или владельца места, у него же есть еще дополнительные коины. Это коины, которые каждый день производят минтинг, а это все транзакции, еще раз транзакции. И, опять же, это то, что касается места. Дальше. Если мы возьмем сейчас продукт за 5350, тут, в принципе, точно такая же картина, только все больше, да, больше возвращается, больше приходит мест, больше заработок. Плюс, конечно, дается бокс, карта дается всем абсолютно. Бокс – это такая вещь, которая… Знаете, для чего нужен бокс? Представьте, у вас… Вот вы посмотрите на свою ферму. Сколько в ферму у вас влазит коинов? А куда остальные-то девать? А куда девать коины, которые приходят из мест? Они же не заканчиваются, они приходят каждый месяц. И второй месяц, и 10-й, и через год, и через 5, и через 10, и через 100 лет, если на то пошло. Они будут работать все дальше и дальше, показывая вам, что вам надо было сразу иметь большую ферму. Поэтому обратите внимание на нашу программу Winners Club. Я здесь не буду ее сейчас вам представлять. Я просто говорю о том, что когда вы столкнетесь с тем, что у вас больше коинов, чем у вас есть в ферме лимита, тогда вы станете перед определенной проблемой. А как же ее увеличить? А увеличить можно только покупая сейчас наши продукты. Но, опять же, сейчас даже это покупкой назвать нельзя, потому что бот вам отрабатывает. Вот через пару месяцев, когда бот закончится, тогда это будет реальная покупка. Опять же, если вы ее полностью заполните, ферму, и она опять вам отработает за год практически то, что вы на нее потратили. Да, это такая машина. Если вы не будете больше заполнять ферму ничего, возьмете себе вот сейчас пакет. Вот, например, за 5000 или за 10. И вообще ничего не будете туда ложить. Просто говорите, мы не будем, нет, вы не будете дополнительного ничего ложить, будете только то, что вам каждый месяц приходит, вот
9951, 160 платинкоинов приходит каждый месяц. Берете их и просто в фермочку. Каждый месяц или каждый день даже. Да, каждый день фермочку, 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 фермочку. Там от 30 до 45 месяцев. Если вы каждый месяц, то это 45 месяцев. Если каждый день, это там 30 с копейками выходит через сложный процент. У вас будет полностью забита ферма. А точнее на 6700 монет. Возьмите в интернете эту таблицу сложного процента, задайте 0, да, изначально у вас депозит 0, и вы там 167 монет под 2,5% в месяц или в день, сами смотрите, в месяц получается, да. Просто посчитайте, там у вас выйдет очень-очень быстро, что вы заполните ферму, и у вас останется еще больше 75 месяцев, которые эти 6700 будут приносить вам 30%. Игорь, у тебя этот микрофон мешает. Вот. Он будет приносить вам каждый месяц, дальше еще 70 месяцев, 75. И что произойдет за это время? С запущенной платформой, с запущенными местами, с запущенными вообще нашими всеми продуктами, да, и ферма, которая покажет себя, она уже сейчас себя показывает, да, потому что такого продукта сейчас на рынке нет, который создает сам на себя спрос, который дает вам пассивный доход, который обезопасивает ваши активы навсегда, потому что у вас нельзя их забрать, нельзя конфисковать, нельзя украсть или еще что-то. Опять же, если это у вас, да, если вы... И там, конечно, нужно следовать правилам технологии, но это в любой технологии, у биткоина точно так же. Да, если вы потеряли свой приватный ключ или отдали его вместе со всеми кодами и с телефонами, кто вам виноват? А с местом так вообще классно. У вас, понимаете, недвижимость можно забрать. Тут вы поручились там за друга. Сколько историй? За друга поручился или за родственника? Или там, не знаю, жена за мужа поручилась, и в результате сыграл муж в казино, квартиру отобрали. Да, опять же, жизненные истории. Таких историй, я думаю, вы знаете тоже немало. А попробуйте, пускай место отобрать. Удачи им с этим. Во-первых, о нем надо знать. Во-вторых, потому что оно не числится ни в каком реестре. Да? Потому что ваша недвижимость, да ваши адреса все в интернете стоят. Наши точно все. Да? Забивай и ищи. Да? Все эти там какие-то желтые страницы и тому подобное. Все наши данные уже 10 раз украли, да, в интернете. А место никто не знает. Где оно, что оно, сколько оно приносит, кому оно принадлежит, знаете только вы. Знаете, в этом понятно, что вы коины сможете потом, законы сейчас соответствующие выйдут, вам нужно будет платить налоги и тому подобное. Я вам ничего такого не могу другого сказать, да, вы сами знаете, вы граждане своих стран должны четко платить налоги и спать спокойно в этом плане. Вот. И, соответственно, даю вам также технологию типа карты, чтобы вам не нужно было даже куда-то бежать или регистрироваться или еще что-то. Карту заполнил монетами, пошел расплачиваться. Конечно, у нас сейчас это все в состоянии создания. Да? Мы запустились сравнительно недавно, если, конечно, мы почти 4 года на рынке, но я имею в виду, что это наша технология, которая приобрела действительно вот этот масштаб, этот размер, когда действительно мы уже сказали, у нас получилось, да, что мы видим, что наша технология способна соревноваться с любой на рынке, да, с любой из нашей бранжи, без разницы, биткоин это самый желатый лайткоин или эфир или еще кто-то. Мы абсолютно конкурентоспособны, и мы лучше, даже не постесняюсь этого слова, мы реально их круче. Просто потому, что в нас даже по пользователей больше войдет. Мы можем спокойно взять наш митинг, 30 миллионов пользователей, работаем над 100 миллионами. Понятно, это музыка будущего еще, но это будущее придет, мы над ним работаем. И мы сделали то, что не сделал никто. Мы подарили наш блокчейн, мы подарили его вам. И сделали так, чтобы вы начали на нем реально зарабатывать. Чтобы вы не на бирже
трейдингом занимались и попадали на всякое плечо или на всякие фьючерсы и тому подобное, чтобы у вас был простой инструмент, который и есть пассивный доход, который, это вы становитесь, в принципе, как акционеры Visa MasterCard, я об этом не могу так открыто говорить, да, ну, как сравнение. Понятно, что Platin Coin тоже должен стоять на рынке, но мы работаем над этим. Мы работаем над тем, чтобы наш курс рос, чтобы мы могли через 5, 10 или больше лет сказать, что мы следующий крипто Apple. И не потому, что мы просто так говорим, потому что у нас есть технология, наша платформа, которая способна производить Стивов Джобсов, которая способна производить Илона Масков и тому подобное, потому что тысячи, десятки, сотни тысяч проектов в мире, миллионы даже проектов не могут найти свое финансирование, не могут. А кто их будет, кто их будет финансировать? Мир будет финансировать. А какие у нас есть на этой площадке категории? Бизнес, у нас есть хобби, у нас есть благотворительность. Сколько благотворительных проектов в мире есть, сколько людей, которые действительно могли бы нуждаться в этой благотворительности, какие капиталы двигаются в рынках инвестиций, в бизнесе. И если мы сможем привлечь эти капиталы на площадку, представляете, какие обороты в монетах они приносят. А это все идет через места. Поэтому я и говорю, что я хочу... Мы говорим, вот, сейчас вот у меня была такая дискуссия, что пакет надо купить за 1000. Друзья, что такое 1000? Что такое 1000? Я не продаю вам 1000. Я говорю вам о том, что места, которые в них есть, они сами стоят 10. Я говорю о том, что у вас появится источник, который всю жизнь будет работать на вас. И с другой стороны, это источник, который всю жизнь работает на Platin Coin, потому что вы держите его живым. И пока вы держите его живым, эту систему не остановить. Потому что в каждой точке Земли будет своя нода, в которой будет копия нашего блокчейна, в котором будет, в принципе, весь код и вся жизненная энергия нашего продукта. И пока все ваши эти точки горят и в интернете, и подключены к питанию, и вы их обслуживаете, Platin Coin будет жить. В этом все преимущество. И самое главное, что все места, особенно вот вы сейчас самые активные, я понимаю, что многие люди сейчас получили места. Но пока не разберутся, как надо подключить эту ноду, пока не поймут, пока не вообще вспомнят, что у них эти места. Вы же сами знаете, какая скорость нашей комьюнити. То самые быстрые, конечно, уже все подключат, и первые сливки снимут, конечно, достаточно крупные, потому что, представьте, если у нас будет там транзакция, давайте посчитаем. Вот у нас есть, например, транзакции, пусть даже в последнем, сколько игр у нас в последнем месяце было, там, миллионов, сколько там у нас было, 500, 600, 700 где-то так. Давайте не будем забирать. Давайте будем считать 100 миллионов. 100 миллионов. У нас оборот монет. Мы еще не запустились, но 100 миллионов оборотов. Монет. Дальше. А это вот, я же говорю, это то, что капает, то, что пересылается, то, что выходит из дэшборда в кошелек, из кошелька в ферму, потом в минтинг, потом минтинг обратно в ферму. А где-то кто-то кому-то что-то дал, или продал, или купил, или на биржу послал, и тому подобное. Все время это транзакция. 100 миллионов умножаем на 0,05. Так, это 500 тысяч. 500 тысяч. Хорошо, пусть у нас будет, я не знаю, сколько у нас сейчас. Пусть у нас, сейчас точно, надо посчитать, сколько у нас точно количество мест, пусть у нас будет в лучшем случае, в начале там или там пока это все откроется, закроется, пока все подключится, учитывая скорость нашей комьюнити, пусть это будет, хорошо, пусть это будет 10 тысяч
активных мест. Все, 50 монет на место. 50 монет на место, там в первом месте. У кого там 10, да, у кого-то 10 мест. Вот давайте возьмем 10-тысячный пакет. Умножаем сразу на 13. Бах, 650 монет прилетело. В месяц 650 монет прилетело на эти 13 мест. Умножим на 5, это 3200. Умножим на 10, вот вам 6000 прилетело. Так это то, что не заканчивается. Хорошо. Можно посчитать, конечно, опять же, мы сейчас говорим о том, что у нас, в принципе, места еще не активны, у нас еще, в принципе, да, эти все ноды нету, их, ну как, они еще не подключены, что у нас, в принципе, этих транзакций всех нету, и такой объем монет. Что будет, когда все места заработают? Вот просто, что будет, когда все места, все ноды, все наши продукты заработают. А теперь, это я посчитал просто вот сейчас, вот Игорь сказал 600, там 700 миллионов, я 100 посчитал. Хорошо, ладно, беру свои слова обратно. 50 монет, да, я сказал? 50 монет, давайте еще раз, 100 миллионов, елки. 100 миллионов умножаем на 0,005%. 500 тысяч делим на 10 тысяч сейчас, да, активных. Это будет 50 монет. Хорошо, у нас сейчас в сумме, ну сколько у нас там? 10 тысяч мы только мест раздали. Ну, я еще запланировал 10 тысяч. Сколько мы раздали, сейчас еще надо будет посчитать. Ну, пусть даже будет 20 тысяч. Неважно. Да, разделим на 2. Это будет 25 монет на место. А теперь вот Игорь сказал 700, да, умножим на 7. Ну что, мы же по 100 считаем. 175 монет на место. Нифига себе. Умножим на 13. 2275. Понимаете, это может в один месяц больше, меньше. И потом эти числа сейчас увидят все, конечно, начнут подключать, тут, и сеть заживет. Да, она начнет, с одной стороны, думаете, будет уменьшаться, но с другой стороны, будет увеличиваться, потому что эти люди начнут тоже делать обороты, делать комиссии, делать транзакции. Плюс-минус оно будет всегда в балансе. А потом включается наша площадка, представляете? Она включается просто монстр, который один проект, ему нужно 100 тысяч. 100 тысяч ему надо евро. Он должен 100 тысяч монет заморозить. Давайте просто посчитаем 100 тысяч монет. Вот просто давайте посмотрим. 100 тысяч монет. 100 тысяч. Это надо умножим. Значит, он кладет, эта транзакция. Нет, давайте по-другому. Сначала 100 тысяч монет надо купить. Правильно? Правильно. Потом он их покупает, скорее всего, на бирже. На бирже же они тоже должны как-то... Ну, хорошо. Из биржи, давайте так, он их покупает на бирже. Из биржи он их тащит на кошелек. Первая транзакция. В кошельке он их замораживает. Вторая транзакция. После этого он их размораживает. Третья транзакция. После разморозки, Игорь, что он с ними делает? Он получает 10%, происходит финансирование проекта плюс финансирование фаната. Это 30%, это 0,3%. 30%, значит, это будет у нас третье, ну пусть даже это будет там 3,5 транзакции, но потом эти коины должны выйти с биржи, человек должен свои коины или продать, это уже там четвертая, не будем это даже транзакцию считать, четвертая транзакция, или он участвует этими коинами в следующем проекте, и опять же закручивается весь круг. Это 5 транзакций. 100 тысяч монет умножаем на 5, это 500 тысяч монет. Один проект сделал. 500 тысяч монет обернул один проект. Хорошо, умножаем на 10 проектов. Да? Это сколько у нас? 5 миллионов. А сколько я сказал? На 10 проектов, да? А на 100 проектов? А на 1000 проектов? На Kickstarter 400 тысяч. 400 тысяч проектов. 400 тысяч. Это одна платформа.
Секундочку. А на 0,05, потому что 0,5%, да, мы должны числить точными числами. И теперь, что происходит с владельцами мест? Они просто в шоке от того, как им повезло, что они действительно зацепили эту акцию. Потому что это же, понимаете, это же не сделал никто, ни биткоин, ни эфир. Чего они не раздали? У них же тоже есть это все. Чего они это не раздают? Потому что не хотят. А почему не хотят? Потому что они хотят, чтобы люди на биржах делали свои эти. А почему на биржах? Да потому что на биржах 90% проигрывают, а 10% выигрывают. И это нормально, потому что именно для этого эти монеты были сделаны. Но так нельзя построить экономику, так нельзя сделать так, чтобы общество, комьюнити стало богатым. Почему они не растут? Почему мир их не оценил? Да потому что как только мир пытается их оценить, они падают в цене. Вроде мир только говорит, вот все, биткоин, бах, упал на 3000 с 18. Ну как люди сказали, не, ребята, это точно не наше дело. И остаются только те, кто действительно на этом профессионально может зарабатывать. А те, кто заложил свой дом, машину, потому что они им обещали, что он будет 50 тысяч стоит, или 100 тысяч, или 500, да, они все там говорят, они уже по-другому на это смотрят. И потом акквирируется новое комьюнити на то, что он же сейчас вырастет, он же упал, теперь ему что остается? Только подняться. Так правильно, после того, как поднимется, он же снова упадет. А люди не обучены. Это меня не пробить, потому что я знаю, как работает этот рынок. Да, вас уже, скорее всего, тоже не пробить. Многие просто, которые, говорят, нет, мы туда просто не пойдем из убеждений. И получается круг, с которого им не вырваться, они не могут. Да, они не могут из него вырваться, потому что они заложники этого рынка становятся. Потому что люди простые, бизнес, инвесторы к ним не идут. А идут только трейдеры и те, и любители быстрых денег, те, кто любит рисковать, кто любит жить на адреналине. А таких людей-то немного. Ну кто реально может жить с адреналином в крови постоянно? Ну, я могу. Кто еще? Понимаете, и вот в этом-то вся фишка. И когда они начинают попадать в этот круговорот, они забывают о самой главной задаче, для чего вообще криптовалюта делалась, нести пользу и свободу. Не делать сумасшедшие иксы на бирже и стать спекулятивным инструментом. Смысл блокчейна – нести прозрачность, честность, неподкупность, чтобы и монета должна быть такой, чтобы нести людям пользу максимальную. А какую несет пользу вам лично, кроме нас сейчас, хоть одна криптовалюта? Ну да, можно там где-то что-то. Даже те, кто внес свои активы, сейчас просто страдают и выжидают. Ну да, он вырастет, не проблема, но 2 года ты сидишь в полной просадке. Ты не можешь тронуть свои активы, потому что они же... Вы понимаете? И вот еще, да, классная вещь, да, вот мы сейчас затронули. Чтобы биткоин реализовать или другую монету, ее надо продать. Ну, как кусок золота. Его надо продать, отрезать кусок золота и продать. До тех пор резать будешь золото, пока не останется ничего. А в платине нет. Положил ты свои монеты. Во-первых, тебе с мест летит бесконечный поток. Да, ты просто к кранику подключился, и капает тебе, и капает, и капает. Откуда это все берется? Никого не волнует. Оно просто из системы. Тебе капает, и капает, и капает. И оно не печатается, оно берется из комиссии. И у тебя получается бесконечный источник. И оно идет, и идет, и ты просто перестаешь спрашивать, откуда оно идет. Из экономики идет, которую мы строим. И это нелегкая задача. Но она абсолютно выполнима, и мы подошли практически к ее запуску. Да? И понимаете, мы с вами многое прошли, мы многое с вами видели, и это делает нас абсолютно непобедимыми, сильными, потому что мы видели, как падали другие компании, мы видели, с чем они сталкивались, но мы видели, как росли мы видели, как мы с бумажки, с клочка бумажки, идеи на ней там нарисованы непонятным почерком, да, полусумасшедшим Алексом в положительном смысле, с такими сумасшедшими глазами, которые говорят, мы сейчас всех,
Да, и люди смотрят, да, точно говорит, сейчас всех. Но идея была настолько взрывная, настолько сильная, что она могла получиться, и люди это понимали. И поэтому, и когда люди это начинали понимать, она реально начала получаться. Понимаете, когда люди начинают в это верить, чудо совершается, реальность получается. Я сам смотрел на это, я понимал, что по какому-то закону, по какому-то неписанному чудесному закону она работает. Понимаете, когда вот у вас же тоже было, когда вы смотрите и сами не верите, что оно работает. Вы придумали, вы знаете, вы что. Но все равно до конца, но это технология, которую никто еще не делал. Да, самоуверенности не отбавляет. Но и что я знаю, что у нас все получится, и я иду через все преграды. Но все равно же есть маленькая доля в голове риска, и у меня понимание, что а что, если я не смогу это сделать? И потом, да, и в начале особенно, ну, слушайте, ну, когда мы начинали, ну, на бумажке что нарисовано было. И потом раз первая технология, прилив такой, знаете, энергии. Вторая, третья, четвертая. И вот, ну, я вам скажу, что в декабре прошлого года я понял, что мы можем все. В декабре прошлого года, когда мы запустили ферму, когда у нас прошли, я понял, что мы можем на технологии реализовать все, что бы я ни придумал, это возможно сделать. И сомнения вообще нет, ноль. Потому что, ну, когда-то ты преодолеваешь этот этап, когда-то ты просто этот шаг преодолеваешь, уже не важно, ну, уже нет, понимаете, уже не важно, кто что говорит, ты просто знаешь. Ты просто знаешь, потому что ты это делал уже несколько раз. Я уверен, что вещи, которые вы можете делать во сне, никто вам ничего не может сказать, что это не работает, или это плохо, или это никогда не будет. Вы знаете. Вот человек, который, вот вы сидите сейчас перед экранами, люди, которые там зарабатывали, не знаю, там 100 тысяч евро, они знают, что они в любой момент могут 100 тысяч евро опять заработать. Они знают, как это работает. Без вариантов им говорить, что у тебя там не получится еще, они не будут это слушать. Потому что они знают процедуру, они знают систему, они просто берут и делают. И вот до этого уровня сейчас тоже дошла и наша компания, наши команды. Раньше, раньше, я вам говорю, вот Игорь это самое, Алексей говорит, Алекс, ну это невозможно. Мы тебе говорим техническим языком, что это невозможно сделать. А я говорю, я знаю, я вас понимаю, я полностью на вашей волне. Но не знаю как. Садитесь и думайте до тех пор, пока не придумаете, как это сделать. Но это технически невозможно сделать. Нету технологии еще такой, которая может это реализовать. Я знаю. Я вас отлично понимаю. Но нам надо это сесть и придумать. И мы садились, и мы придумывали, и реализовывали, и внедряли, и оно работает. Понимаете, в чем? Почему я неистово так иду к цели? Потому что я понимаю, что все, что мы делаем, оно работает. Никто не может нам сказать, что это, ребята, сейчас попробуют, у них не получится. Нет, нету такой опции больше. Может быть, когда-то она была, сейчас ее больше нету. То, что мы не сделаем места, нету такой опции. То, что мы не запустим нашу платформу, нету такой опции. То, что платина не будет номер один, нету такой опции. И на этом все строится. Потому что шаг за шагом мы идем просто к нашей цели. Я хочу, чтобы вы максимально взяли с собой то, что мы даем. Не потому что, знаете, я сегодня услышал, да, что, ну, это очень щедро, такого в жизни не бывает. Почему не бывает? Почему не бывает? Вот оно, берите. И не потому, что я просто там что-то раздаю или раздарю. Это стратегия такая. Понимаете, одна рука моет другую. Я хочу, чтобы платина была бессмертная, поэтому я делаю вас, чтобы вы, элита, будете держать платину, делать ее бессмертной. Вы будете ее любить, биться за нее, вы будете ее защищать и никогда не бросите. Потому что она приносит вам столько, что никто не может дать. А как по-другому? Если это вам не выгодно, вы не будете этого делать. Любовь любовью, да, преданность преданностью, но в конце концов оно должно быть еще и выгодно. Оно должно, потому что вы тратите ресурсы, ваше время, вам есть чем заняться. Оно должно приносить вам, и на это расчет. Не то, что сыгранем, посмотрим, какой будет результат,
а конкретный. Это будет смысл всего, вокруг чего крутится наша экономика. Это будут места, это будут фермы, это будет наша площадка, которая, представляете, сколько добра она принесет. Вы понимаете, сколько операций детям мы реализуем, сколько построено будет больниц, церквей, сколько, понимаете, сколько жизней будет спасено в конце концов. Ну, я просто в этой сейчас сфере активно вращаюсь. Даже никаких ресурсов не хватит, чтобы унять эту боль, которая в мире кричит, да, о помощи. Это просто, это колоссальные ресурсы нужны. Потому что, к сожалению, зла больше, чем добра. Ну как, есть такое, да, если зло, да, зло – это просто отсутствие добра. Я хочу, чтобы мы создали площадку, на которой можно реализовать все. Если вы гениальный изобретатель, если вам есть что показать миру, если вы достойны того, чтобы вот то, что вы придумали, нужно показать, и чтобы все упали в осадок и сказали, что вы самый гениальный человек на свете, у вас есть для этого площадка. Вам нужны будут ресурсы. Убедите людей в том, что ваша идея заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. И все получится. И я уверен, что мы с нашей площадкой просто произведем революцию в этом мире. Такого никто до нас не делал. А самое главное, что в центре этой вселенной стоит наш платинкоин. Та монета, которая забита в ваших фермах, та монета, которая хлещет из этих мест, да, которая просто, вы говорите, она как поток идет в ваше направление, не кому-то другому. Да? Вы всегда, наверное, задавали, почему вот ему, почему не мне? Вот почему у него есть, а у меня нет? Вот теперь его есть у вас, а у них у всех нет. В этом разница. Это ваш шанс взять то, чего нет ни у кого. И это кажется сейчас, что там 10 тысяч мест, ну, разделите на 13, на 6, там сколько, 15 раньше было. Немного. Это я не знаю, там, некоторых людей там по 10, по 50, по 100 мест. Знаете, 100 мест? 100 мест. И это залог того, что принесет монета. Так это же мы еще даже не запустились. В этом все преимущество. Ну, как не запустились? Не запустили нашу всю идею. А теперь представьте, какое эхо пойдет в мир. Какое эхо пойдет в мир после первых проектов. А мы их уже запаковываем, они уже готовятся. И все, что будет реализовываться на каждой оплаченной операции, на каждой построенной церкви, на каждом созданном инфраструктурном каком-то проекте, на создание финтех-компании, банки, строительство дома или еще что-то, зарабатываете вы своими местами в блокчейне. И если это вы сейчас не поймете, то потом просто будет поздно. И, соответственно, что я могу сказать? Хотя бы 1000-й пакет – это не вопрос, там, могу, не могу. Это вопрос понял, не понял. И если я вам сейчас как-то недоносчиво объяснил, ну тогда, ну я думаю, что вы все поняли. Я думаю, что места не понять просто невозможно. Сегодня, кстати, 17 число. Сегодня 17 число. Ух ты ж, елки, сегодня последний день. Да, кстати, мы сейчас разворачиваем активно турбобонус. Если сегодня все сложится красиво, вы видели, да, у нас уже... Игорь, ты смог это самое там, поделиться картинками? Там столько людей закрывало турбобонус уже. Infinity турбобонус, конечно, это очень классно. Так что если вы просто клиент... А? Есть, да. Ну, посмотрите, спросите ваших спонсоров, они вам покажут, потому что там, конечно, очень классно. Я могу только одно сказать. Пользуйтесь нашими бонусами, пользуйтесь нашими программами. Это возможность, которую ну, просто так не получить. Да. Здесь очень большие возможности и заработка, и получения монет, которые можно получить, положить в ферму и тому подобное. Опять же, самое важное еще, что мы помимо того, что
даем вам акцию, да, и запускаем платформу, мы создаем полностью инфраструктуру. Я думаю, что вот буквально через несколько дней, может неделя, я смогу вас порадовать еще интересной биржей с фиксированным курсом. Мы ее очень ждем. Также, ну, карточная программа наша чуть-чуть сдвинулась из-за коронавируса, но мы ее, думаю, тоже уже в ближайшее время сделаем. Но опять же, у вас она в вашей промоушене есть. Ну и в заключении хочу сказать, что те партнеры, которые войдут в Winners Club, да, в клуб победителей, смогут увеличивать свою ферму снова и снова, выполняя условия, которые в этом клубе победителей прописаны. Поэтому, друзья, пользуйтесь акцией, не упускайте время. Сегодня последний день, ну, надо же, выпал так вебинар. Вот, поэтому полный вперед. Я надеюсь, что я вам сегодня тоже много интересного рассказал. Просто хочу вам рассказать просто одно. Вопрос не стоит, изменит Platin Coin мир или не изменит. Я сделаю все, чтобы изменил. Вопрос стоит в другом. Насколько он изменит ваш личный мир, ваше состояние, ваше положение в жизни, то, к чему вы стремитесь, насколько он поможет вам реализовать ваши мечты, ваши идеи. И если он это сможет сделать, то я буду счастлив. Спасибо, друзья. Сейчас Игорь запускает видео про промоушен. Я откланяюсь. Всего доброго. Спасибо. Пока. Друзья, мы объявляем грандиозную промо-акцию. Уверены, что она станет легендой. Для того, чтобы как можно больше людей могли получить доступ к новейшим технологиям и повысить качество своей жизни вместе с Platin Coin, мы собрали все наши суперпродукты вместе и объявляем промо, которое станет по-настоящему легендарным. Limited Edition Legendary Promo. Legendary Promo позволит за один раз получить все топовые продукты Platin Coin. Признаемся, мы сами завидуем участникам этой акции. Пожалуй, никогда еще промо Platin Coin не были настолько выгодными. Итак, внимательно читайте условия акции. Пакет Limited Edition Plus Double Pack стоимостью 1070 евро позволит вам получить одно место в блокчейне, один Power Minter Promo стоимостью 110 евро и дебетовую карту Platin Coin. Пакет Limited Edition Premium Double Pack стоимостью 5350 евро, 6 блокчейн-мест, 6 Power Minter Promo стоимостью 110 евро, PLC Secure Box стоимостью 6000 евро, а также дебетовую карту Platin Coin. Пакет Limited Edition Platin Double Pack стоимостью 9951 евро, 13 блокчейн-мест, 13 Power Minter Promo стоимостью 110 евро, PLC Secure Box стоимостью 6000 евро с гарантией 20 лет и дебетовую карту Platin Coin. Спешите! Чем больше у вас мест, тем больше ваш пожизненный доход. Купив Limited Edition Platin Double Pack, вы получите 13 блокчейн-мест. Рекомендуем вам поспешить, если вы хотите получить максимум от самой щедрой в истории Platin Coin акции. Акция – это уникальный шанс получить лучшие товары Platin Coin по премиуму от самой щедрой, тем самым себя пассивным доходом на долгие годы вперед. Спешите воспользоваться уникальной возможностью стать совладельцем блокчейна Platin Coin и на всю жизнь обеспечить себе доход со всех транзакций PLC. Что вы получите? Platin Coin – единственный в мире криптовалютный проект, который позволяет партнерам приватизировать места в блокчейне. Владельцы мест в блокчейне получают пожизненный доход в виде комиссии на все транзакции Platin Coin, которые ежеминутно производят сотни тысяч пользователей по всему миру. Приобретение мест в блокчейне дает право зарабатывать на всех операциях в блокчейне, на выплатах комиссионных, оплате продуктов, на вводах и выводах в биржах, на всех транзакциях в посттерминалах и криптоматах и, конечно же, на миллионах минтинговых транзакций. Кроме мест в блокчейне, вам будут доступны все преимущества нашего бестселлера – продукта Double Minting Pack. Это сложный технологический продукт, позволяющий заработать до 30% годовых. Акция беспрецедентна тем, что она дает возможность получить все продукты, созданные инженерами Platin Coin для непрерывной генерации пассивного дохода. Например, PLC Secure Box – уникальное устройство, заменяющее большие и энергозатратные криптофермы. Бокс добывает новые коины с помощью технологии минтинга, используемой во всех наших продуктах. Для того, чтобы успешно использовать PLC Secure Box, не нужно обладать специальными знаниями.
Транзакции происходят автоматически, без участия пользователя. А в отличие от других продуктов Platin Coin, в боксе нет ограничения по Max-Load. Вы можете загрузить бесконечное количество коинов в устройство. Бокс будет добывать для вас 10% от этой суммы в год. Еще один суперпродукт, который вы можете бесплатно получить по акции, это PLC Debit Card. Она представляет собой дебетовую карту, которую можно пополнить коинами PLC, биткоинами или фиатными деньгами и совершать с ее помощью покупки по всему миру. Хотите навсегда закрепить за собой право получать доход от всемирного оборота Platin Coin? Если ваш ответ «да», скорее участвуйте в акции. Выбрать и приобрести подходящий вам пакет вы можете в личных кабинетах. Platin Coin. The time is now.